Это место очень знаменитое на Бали. Люди его ждут по 2-3 месяца для того, чтобы зарезервировать на пару дней. Это потому что оно максимально локальное. Туризм еще здесь не особо развит, поэтому когда ты катаешься по этим деревням, ты видишь весь этот колорит, настоящую локальную жизнь, и ты понимаешь, что ты находишься в том Бали, о котором ты мечтал до приезда сюда. В этом месте не нужно носить даже ботинки, потому что ты находишься в джунглях, и ты должен забыть про кроссовки. Это тебе придаст максимальной атмосферы этого места. Куда бы я хотел приезжать после своих трудовых будней, потому что когда ты живешь в Чангу, в Улувату, в Кути, вообще во всех этих туристических районах, ты устаешь от трафика, от людей, от загруженности, от жары, потому что там всегда жарко. А как раз здесь погода такая, к которой мы привыкли обычно, плюс джунгли и вообще... Добро пожаловать в бамбуковый рай. Кажется, мир замер перед моими глазами, только твой вид сзади, как Феррари. И самое время показать вам эти чудесные комнаты. Здесь расположены 2 кровати, которые находятся рядом с друг другом. Вот здесь как раз мой друг Яша спал со своей подругой, а сейчас я покажу вам, где спал я. Сюда нужно подниматься, ты здесь. И вот ты спишь, потом ты слышишь звуки речки, ты открываешь постепенно глаза и видишь вот это вот белое одеяние, белое покрывало вокруг тебя. Встаешь, и это просто. После первой ночи я хотел заплакать, я думал про себя: о господи, это реально так атмосферно, блин, это вот тот Бали, куда люди летят, куда люди хотят попасть. Это не то место, где я привык находиться, вот это именно как раз те знаменитые балийские фотографии, из-за которых огромное количество людей сюда приезжает. Да, вот у тебя есть такая красавица, подруга, которая готовит тебе еду. Но на самом деле я считаю, что здесь кухня не особо нужна, она больше как для интерьера, потому что здесь есть хозяева, которые готовят вам завтраки, обеды и ужины, и они максимально вкусные. И чтобы просто с ними связаться, вам вот оставляют вот такой маленький телефон Nokia, который до сих пор пользуется мой дедушка. Ты просто им набираешь, у тебя всего лишь есть 2 номера. Если тебе нужна кухня или машина, по этим 2 номерам ты звонишь, и к тебе приезжают. Ты это все видишь и думаешь: о господи, жизнь-то прекрасна. Ты просто посмотри на это. Это гамак, который расположен прямо над бассейном. И вообще он нагревается, но нужно подождать пару дней. Если у тебя есть вторая половина, то тебе обязательно нужно с ней здесь полежать. Она будет максимально счастлива. И это реально офигенная память. А мы сейчас делаем вот такие вот фотографии. Поэтому переходите на мой инстаграм, кстати, он у меня новый, президент95, и поставьте мне лайки, напишите комментарий с хэштегом «Скоро сделаю такую же фотку». Из развлечений есть вот такая качеля. Кстати, на нее нужно только так запрыгивать, потому что по-другому никак у вас не получится, ребята. Я только что чуть телефон туда не уронил, когда готовился снимать это видео. Так что качеля прикольно, но у меня слабый вестибулярный аппарат, поэтому я это не люблю с самого детства. Ма, ты помнишь? И меня уже укачивает, поэтому нужно убегать. Также здесь есть 2 вот таких дивана, на которых ты просто можешь спокойно сидеть, кушать, расслабляться, отдыхать и в целом работать, потому что здесь много онлайнщиков, и думаю, атмосферно, когда у тебя есть онлайн-работа, ты просто берешь свой ноутбук, садишься сюда, открываешь его, и в этом чудесном месте ты это делаешь. И здесь я действительно вдохновился. Я считаю, что тут можно создавать огромные шедевры, особенно людям, которые занимаются творческой работой. Этот дом будет как-никак кстати. Также обратите внимание на дизайн, который есть вокруг меня. Они сделали все это из корзинок. Чтобы всю эту атмосферу передать, я думаю, что нужно заморочиться. И когда ты ходишь, смотришь на все это, ты думаешь: да, блин, это то, о чем я мечтал всегда. И, конечно же, как без балийских народных инструментов. Мне понравились слова моего друга Юры, который сказал что счастье всегда внутри тебя, но есть места, которые его усиливают, и Бали – это одно из тех мест. Если это видео наберет 1000 лайков, я выпущу для вас собственную мелодию из этого инструмента, под которую можно будет медитировать. Я сам ее создам для вас. Я прям представляю, что я бы где-нибудь с копьем бы бежал, так... Тримакаси.
Тримакаси, Суксумо. Настоящая история, которая произошла с нами 15 минут назад. Мы были без камеры, и мы выключили везде свет. И Диана говорит: так, Денис, посмотри-ка, ты наверх. Я говорю: что случилось? Она говорит: посмотри, посмотри, это моя мама. Я такой говорю: в смысле? Какая твоя мама? Я не понял. Она: вставай, вставай. Поднимаю свои глаза наверх и вижу вот такие вот зеленые точки. Наш фильммейкер, который снимает это видео, посмотрит направо, он их увидит за этой камерой. Овдиан. Расскажи мне, пожалуйста, что это за животное и что это означает вообще в Индонезии, когда вот появляются вот эти вот, ну, то, что мы видели. People who already passed away in our family is come to us. We believe this mean family want to see us okay in here and good life. When I arrived here 2 days ago, and I feel like, oh my God, place when I was kids, and I miss my mom, of course. And she's come here, and she's not come here alone. И самое, что... I see maybe with my father too. Балийцы вообще верят в духов, и поэтому они постоянно молятся для того, чтобы им делать подношения, так чтобы также они продолжали жить. Они им накладывают пищу, воду. И вы бы сейчас могли бы сказать: да это просто какие-то там, я не знаю, животные, да, летают. Но, когда мы все на это смотрели, мы повернулись, как обычно, в сторону вот этого вот всего, что сейчас происходило здесь, и просто включился свет. Включился свет, ты понимаешь? Никто бы его не включил. Мы с Диан вместе сидели, и он включился в той стороне. Там, где выключатель находится не от нас. Диан, off light, all. Again. Вот этот свет, он продолжает работать. И его никак не выключишь, только нажав вот эту вот. Yes, again, show, Диан, again. I was Touch. like this, and suddenly. Я в этот момент мне стало реально страшно, и мне про это рассказывали, то, что такое бывает, я в это никогда не верил, но тут я это увидел своими глазами, понимаешь? Вот это открытый туалет с ванной, здесь нету дверей, и, соответственно, если кто-то моется, можно просто подсмотреть. Кстати, хороший вид, пацаны, вам нравится? Смотрите. Ты сел спокойненько, проснулся на туалет, сидишь, какаешь, запахов нету, на фоне тебя вот это вот маленькое создание с такой огромной историей. Подошел к ней и вместе с ней уже принимаешь. Потом, если что-то тебя приспичило, немножко как... И представляете, насколько это сексуально? Ты смотришь в зеркало, подле тебя джунгли, и ты чувствуешь себя, сука, настоящим Тарзаном. Это офигенно, да? Закончил с одной подругой. В моем случае у меня тестостерона много, кровь у меня горячая, поднимаемся наверх. Кстати, будьте аккуратны на этой лестнице. Она крутая максимально. Просто жизнь сказка, нет? Сюда лег. Что может быть лучше, когда вокруг тебя вот так все? И, кстати, да, здесь есть модем, но интернет здесь, к сожалению, очень медленный, потому что мы находимся в горах. И вокруг нас везде джунгли, поэтому на интернет не надейтесь, если у вас есть какая-то прям супер важная работа, потому что он вас подведет. Я здесь максимально перезагрузился. Моя душа поет, мое сердце радуется, и я чувствую то, что я реально сейчас наполнен силами. Я максимально заряжен. И самое время возвращаться домой для того, чтобы работать, зарабатывать деньги, просто для того, чтобы вернуться сюда снова. Вчера время было уезжать, чекаут, нужно было забрать свои вещи к 12 часам и уехать уже домой. И мне стало грустно, потому что я захотел здесь побыть еще немного времени. И как раз вот ехали в машине, я другу своему говорю то, что было бы неплохо еще остаться здесь на пару дней, потому что мне здесь очень нравится, грустно отсюда уезжать. Буквально прошло 5 минут, мы подъехали к банку для того, чтобы снять деньги, чтобы оплатить это жилье. И как раз я сидел в машине, ждал, и вижу, как Яша психует, возвращается к машине и говорит, что только что его карту проглотил банкомат. И в этот момент я такой про себя такой думаю: yes! Yes! Это означает, что мы еще остаемся здесь на день, потому что это воскресенье, а в воскресенье у них банки не работают. И это второе магическое приключение,
которое с нами произошло за 4 дня в этом доме. Смотри, сейчас я тебе покажу свой favorite, свой любимый дом, который мне понравился больше всего. И сейчас я объясню почему. Просто посмотри, что здесь есть. Гамак офигенный. Это душ. И он под открытым небом. И это, кстати, автоматический туалет, который сам спускает твои говняшки. Диван с открытыми дверями. Точнее, дверей здесь вообще нету. Это все сопровождается вот этими чудесными звуками реки. Это дом один из самых знаменитых домов на Бали, потому что здесь есть вот этот вид. И вчера как раз, когда мы сюда с Диан пришли, я так подумал, что было бы неплохо заняться любовью с вот таким видом. Я вчера на себе это ощутил, это просто чудесно, ребят. Когда я был маленький, я часто строил шалаши со своим братом, и там мы представляли, что мы индийцы, и живем в джунглях, охотимся на животных и вообще ведем такой образ жизни. И здесь то же самое, ты приезжаешь вглубь острова, вглубь джунглей, где вокруг тебя невероятно красивая природа, настоящая, самое главное, звуки речки и такой чудесный бамбуковый дом. Это unbelievable. Моя девушка Диан, кстати, она с Калимантана, и Калимантан ранее, вот когда она была как раз таки маленькой девочкой, это были сплошные джунгли. Да, конечно, сейчас все изменилось, но она застала, наверное, самое последнее время, когда люди реально еще были прям очень близки к природе. И вот этому, Диан, как ты жила, что ты делала, каково это? I see snake, I see orangutan. My father have chicken and my mom grows some vegetables for all of us family. And I wash in the shower like in the river. And my mom washing clothing in the river. I don't have electricity when I was kid. So we only cook with firewood all the time. And my father and my brothers in the night, they hunting to find a deer in the night. I used to live like a 2-floor, down floor like a basement, so it's for chicken, and second floor is like for cooking and for living room, because I have 4 brothers, so they live in upstairs like that, so I need to climb to go to sleep. No, now you want to come back this life again? Of course. I really want. I promise to you, we will make a house like this. Not worry, we will come again for jungle life. Two predator, two animal together. Хватает, да? Oh my God. Перемакайся, my girl. Thank you. Она плачет, смотрите. Yes, this is my present for you. You will live again like this. Пацаны красавчики трудятся, строят новую дамбу, я так понимаю. Я думаю, нужно им помочь. Посмотрите на того крепыша, какой он большой. Накачанный, настоящий Геркулес. Девочки будут любить тебя, но часто им бывает нелегко от нас. Иногда бывает нелегко любить, иногда любят далеко не нас. Правда хорошо, где нас нет, ты убедишься сам еще много раз. Помни, когда время начинается с ней, время возвращаться на улицу. Девочки будут любить тебя, пацаны будут хотеть твои мозги. Ничего кроме ног не ссыв в носки, обувь, выходя на улицу. Правда хорошо, где нас нет, ты убедишься сам еще много раз. Помни, когда в доме начинается с ней, время возвращаться на улицу. Просто послушай, что здесь творится. Но это и есть то, про что я говорю постоянно. Настоящая природа, настоящий остров. И он, собственно говоря, хорош тем, что ты можешь это все послушать вот так вот своим ухом, знаешь, не где-то отдаленно посмотреть фильм или передачу, да, а именно быть действительно вблизи этого всего. И тебе я пожелаю, мой дорогой друг, чтобы совсем скоро ты тоже это все услышал своими ушами и увидел своими глазами. Это был настоящий Денис. Увидимся с тобой совсем скоро. Лайки и дизлайки по заслуженности ролика. Пиши свое мнение в комментариях. Подписывайся на канал и обязательно ставь колокольчик. Пока.
Thank you.